Всем привет, с вами Дэн, и у нас новый бренд на канале, да еще и сразу же японский, да еще и микробренд The Stack. Существует он с 2017 года, основан в городе Киото, и все часы сделаны в Японии, как заявляется, и при этом на циферблате сделано в Японии указано, так что интересно, конечно интересно. Увидел их на Джуме и решил заказать в японском магазинчике, я ссылки оставлю в описании к ролику, потому что там много разных типов циферблата, цветов циферблата, так что посмотрите. Вот такая гарантийная карточка, гарантия действует только в Японии, ну, часы для внутрияпонского рынка и продается из Японии, инструкция на японском. Короче, они для других стран не продают, насколько я понимаю, поэтому, в общем, только на Джуме я их и встретил, и про этот бренд узнал. Собственно, на Джуме, а потом уже залез на их официальный сайт. Заинтересовали они меня тем, что, конечно же, в таком вот стиле 50-х эта модель сделана. Здесь кварц, заявлен кварц от Seiko, какой конкретно не указан. Да и пофигу, малая секундная стрелка. Посмотрите, какой сочный, красивый здесь циферблат с римскими цифрами, с железной дорогой. Здесь Japan Made указана, задняя крышка такая лаконичная, опять же, сделана в Японии. Основные характеристики: The Stack Authentic Round, то есть, да, вот такой круг, можно сказать, аутентичный круг коллекции называется, а референс конкретно этой версии STAR002. Ну и давайте, малая секунда, у нас здесь 50 метров водозащита, кварц Seiko, такое купольное стекло, какое конкретно не указано, поэтому давайте сейчас измерим, посмотрим, сапфир там или обычная стекляшка. Думаю, что обычная стекляшка, да, минеральное стекло. Кожаный ремешок, кстати, в духе Seiko вот так подобрали оттенок, да, и под крокодила, что он, я думаю, ориентируются они, конечно, на какой-нибудь Seiko Laurel, да, модель, но не знаю точно, да, но ретро-дизайн, естественно. 36 миллиметров, да, у нас в диаметре, от ушка до ушка 43 миллиметра, высота всего 11 миллиметров, ну и ремешок на 18 миллиметров, так что, если что, можно будет что-то стороннее в эти часы поставить. Что такое стак? Да, расшифровывается интересно. Simple, Traditional, Antique, Classic. Да, ну, в общем, все, что хорошего традиционного знали, все сюда. Ну и Япония — это всегда традиция, это всегда вот такого плана часы. И, собственно, почему бы нет? Мне еще нравятся синие стрелки здесь. Вряд ли они термически синенные, по крайней мере, об этом нигде не говорится. Но очень приятно, да, сделано красиво. И такая вот многоугольная, можно сказать, заводная головка. Давайте стрелочку так передвинем. Ой, как симпатично-то. И еще немножко утоплен здесь субциферблат с секундной стрелкой. Кстати, в деление четко попадает. А модель, кстати, недорогая. 13 тысяч рублей. Я ссылку оставлю в описании к ролику. На Джуме, и купоны там можно применять, так что можно экономить. Мое запястье 18,5. Ну, собственно, вот так вот, да. Ретро, винтаж. Вот хочется чего-нибудь такого, прям сдержанного, сухого, но при этом японского. И при этом вот дизайн выверен. Вот выверен, начиная от мельчайших деталей. Во-первых, правильная длина стрелок. Ну, минутная доходит до железной дороги. Вот это прям вот классно. Секундная доходит до железной дороги. Ни дальше, ни меньше. Да? Вот привет, Seiko. Все как надо сделали. Очень аккуратный тонкий рант здесь, тонкие ушки, все сатинированное, да, нигде ничего лишнего нет. Конечно, не супер отделка по корпусу, не супер отделка, но от японских часов в этой ценовой категории мы большего не ждем. Но главное, все вот такое, знаете, тщательно, выверено, с любовью, с душой, без каких-то излишеств, да, вот все как надо. Даже шрифт какой красивый, винтажный здесь подобрали. Ну просто няшечка, пушечка, очень понравилась мне эта модель на картинке. И знаете, вживую еще приятнее. Потому что такие прям, ну, душевные часы. 40,5. Винтаж, что называется винтаж. Есть даже система быстрой замены. Ну, придраться не к чему. Даже ремешок. Понятно, что ремешок здесь паршивенький. Опять же, в этой ценовой категории нормальных ремешков японцы отродясь не ставили. Поэтому претензий нет. Но как база, как для начала подойдет. Потом, конечно же, сразу, я думаю, через недельку уже стоит поставить что-нибудь более интересное, более душевное. И, конечно, не фальшивого крокодила к этим часам-то ставить. Ну, ожидаемо. Здесь минералка. Я сапфиры не ждал в этой ценовой категории, да еще и они и купольные, так что окей, нормально. Ну, короче,
плане дизайна у меня вопросов нет никаких. Симпатично. Есть там с арабскими метками, есть просто метки. Мне кажется, с арабскими поинтересней, поаутентичней. Поэтому эту модельку я решил и выбрать. Что у нас по макро? Заветная надпись Япония. Здесь, кстати, даже у нас фактурка отличается. Текстурочка на субциферблате разная и на обычном на общем циферблате. Так, меточки аккуратно все, да. Здесь искажения приятные есть. Синие стрелочки. Ну, как говорил, не ждите тут супер отделки. Но зато все тщательно сделано. И завершая видос, что хочу сказать. Мне кажется, вот смотрите что-нибудь такое на кварце, да, в старом добром стиле, и чтобы не было каких-то любых, вообще любых вопросов именно к дизайну, вот, пожалуйста, неплохой, интересный вариант. При этом новый микробренд, сделано в Японии, по крайней мере, заявлено. Продаются они только в Японии. Почему, собственно, нет? Такой дешевенькая альтернатива Seiko, где доведен до идеала базовый классический дизайн. Пишите, как вам эта модель, какие, может, еще необычные новые микробренды посмотреть на Джуми. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.